Дорогие друзья, приглашаю сегодня вас связать очень красивый, в то же время простой цветочный мотив с использованием блок-столбиков. Крючок 1,4. Можно взять любую пряжу. Я использую остатки пряжи. 100% мерсеризованный хлопок. 169 метров в 50 граммах. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение с 5 воздушных петель, замкнутых кольцом. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5. Далее я ввожу крючок в первую воздушную петелечку и выполняю соединительную. Мое колечко готово, и я могу приступить к выполнению первого ряда. Для этого я выполняю воздушную и далее в колечко провязываю 9 столбиков без накида. Я провязываю столбики без накида и при этом буду ввязывать остаток моей нити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я выполнила в колечко 9 столбиков без накида и завершаю выполнение моего первого ряда. Пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика, выполняю соединительную, подтягиваю. И могу приступить к выполнению второго ряда. Это тоже столбики без накида. Я выполняю воздушную. И теперь в каждую вершинку я буду выполнять по 2 столбика без накида. 1, в эту же вершинку, 2. В следующую вершинку первый столбик и второй. И так до конца ряда. Всего у вас должно получиться 18 столбиков без накида. Аккуратненько, не спеша, мы с вами будем выполнять наш второй ряд. Мы с вами завершаем выполнение второго ряда. Я выполнила 18 столбиков без накида, пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида и выполняю соединительную, подтягиваю. Мой второй круговой ряд завершен, и я могу перейти к выполнению третьего ряда. Для этого я выполняю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, сюда же, в эту же вершинку, то есть куда мы с вами выполняли соединительную. Выполняю столбик без накида. Далее, очень внимательно, я выполняю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее, столбик с 2 накидами я выполняю вершинку следующего столбика. Провязали. И на основе этого столбика я буду выполнять блок-столбик с 10 натяжками. Я разворачиваю вот таким образом, выполняю накид на крючок и вокруг столбика обвиваю рабочую петлю. Первая натяжка готова. И далее считаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все натяжечки мы придерживаем пальчиком. Вот такие они у нас с вами плотненькие получаются. Далее очень внимательно я ввожу крючок в эту же вершинку, куда мы с вами провязывали столбик с 2 накидами. Вытягиваю рабочую петлю. Теперь захватываю рабочую нить, придерживаю все натяжки и в один прием провязываю. Вот таким образом. Далее я выполняю 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Ввожу крючок в следующую вершинку, выполняю столбик без накида. Такой лепесточек у меня получился на основе блок-столбика.
Достаточно просто выполняется. И давайте еще раз выполним точно такой же лепесток. Ввожу крючок в вершинку следующего столбика, столбик без накида. Далее 1, 2, 3, 4. Выполнили. Столбик с 2 накидами в следующую вершинку. И на его основе блок-столбик с 10 натяжками. Накид. 1. И считаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выполнили. Придерживаем пальчиком. Далее я ввожу крючок в эту же вершинку. Я захватываю рабочую нить, придерживаю мои петелечки все пальчиком и вот таким образом в один прием провязываю. Далее 1, 2, 3, 4 и столбик без накида в следующую вершинку. Останавливаемся и смотрим. Вот наш второй блок-столбик готов, и готов, естественно, второй лепесточек. Так мы с вами вяжем до конца ряда. Всего должно получиться 6 таких лепестков. Мы с вами выполнили все наши 6 блок-столбиков или лепесточки. И после того, как я выполнила столбик без накида, я завершаю выполнение 3-го ряда. Для этого я ввожу крючок в вершинку столбика без накида и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего 4-го ряда. Для этого очень внимательно я соединительными перехожу к началу 4-го ряда. Вот в каждую воздушную, которую мы с вами выполняли, я выполняю по соединительной. И считаем. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее очень внимательно я ввожу крючок. Вот моя вершинка 1. У блок-столбика у нас с вами 2 вершинки. В первую вершинку выполняю соединительную, и во вторую вершинку я выполняю соединительную и начну выполнение арочки. То есть начало работы вот, и я начинаю выполнять арочку из 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнила арочку из 8 воздушных. И теперь смотрите. Вот мой блок-столбик, 2 вершинки, и во вторую вершинку я ввожу крючок, выполняю соединительную. Опять арочка из 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И опять же вот 2 вершинки, во вторую ввожу крючок, соединительная. Так я выполняю до конца моего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение 4-го ряда, ввожу крючок в соединительную и вершинку блок-столбика и выполняю еще одну соединительную. Мой 4-й ряд завершен, и я могу приступить к выполнению последнего ряда, это 5-й ряд. Выполняю воздушную, далее под арочку ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее под эту же арочку выполняю 1 полустолбик. Далее 4 столбика с одним накидом. Считаем. 1, 2, 3 и 4. Далее я выполняю 5-й столбик с одним накидом и над ним выполняю пико из 3 воздушных. 1, 2, 3 воздушные, ввожу крючок, вот смотрите, вот таким образом, захватывая 2 нити столбика и выполняю соединительную. Мое пико готово. Далее
4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. И теперь у нас с вами полустолбик и столбик без накида. Наша обвязочка арочки завершена. Вот такая красота получается. И далее вы выполняете все точно так же. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я начну выполнение. Смотрите, под следующую арку ввожу крючок, столбик без накида, полустолбик и начинаем выполнение столбиков с накидом 1 и так далее. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда. Я ввожу крючок в вершинку столбика без накида, выполняю соединительную, хорошо подтягиваю и выполняю воздушную, ниточку обрезаю и хорошо подтягиваю. Далее я нить убираю вдоль полотна по изнаночной стороне. И вот такой нежный красивый цветочек у нас с вами получился. Хочу обратить ваше внимание, что вы можете выполнить такой же цветочек, используя, допустим, 2 цвета пряжи. Вот такая красота у вас получится. Видите, в центр я подшила бусинку. И далее мы с вами рассмотрим, как можно выполнить полотно из таких мотивов. И покажу метод присоединения последним рядом вязания. Мы с вами научились вязать волшебные нежные мотивы. И давайте посмотрим, как можно с них выполнить полотно. Присоединение мы выполняем за счет вывязывания последнего ряда. Я выполнила 5 столбиков с накидом, выполняем все по узору, и над 5-м столбиком мы выполняем пико. Присоединяться будем за счет пико. Я выполняю воздушную. Вторую воздушную в пико я заменяю столбиком без накида. Вот смотрите, мой мотив уже готовый. Я ввожу крючок в пико, прямо в центр пико, вот таким образом берем и вводим с изнаночной стороны. И выполняю столбик без накида. Далее я выполняю воздушную, очень внимательно. И возвращаюсь к выполнению моего мотива. То есть я ввожу крючок в вершинку, выполняю соединительную. И далее выполняю все по узору. То есть завершаю выполнение лепесточка. Видите? Не спешим, аккуратненько. Я выполняю 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Далее полустолбик и столбик без накида. Далее я начну выполнение следующего лепестка, но перед этим я хочу показать, что у меня получилось. Вот, видите? То есть мы с вами выполнили присоединение за счет последнего ряда вязания через пико. Далее у нас присоединение будет здесь, здесь и здесь. И опять же мы выполняем по узору наш лепесточек. Ничего сложного. Я начинаю выполнение. Столбик без накида, полустолбик и 5 столбиков с накидом. Над 5-м пико, помним, да? 1, 2, 3, 4 и 5. Выполнили. Далее воздушная. Я ввожу крючок, вот мое присоединение, с изнаночной стороны.
У меня уже есть, куда мы присоединялись. Выполняю столбик без накида. Далее воздушная. И я возвращаюсь опять к выполнению моего мотива. Выполняю соединительную, заканчиваю выполнение пико. Далее у меня идут 4 столбика с накидом. Раз. Все вяжем дальше по узору. 2, 3, 4. Далее полустолбик и столбик без накида. Опять я остановлюсь, и мы посмотрим, что у нас получилось. Видите, вот наше присоединение. Аккуратненько, красиво. И далее следующее присоединение здесь будет за счет следующего лепесточка, и за счет следующего лепесточка здесь. Далее принцип понятен, вы выполните самостоятельно. Мы с вами выполнили все наши присоединения, завершили самостоятельно наш мотив. Остается убрать ниточки. И вот такая красота у нас с вами получается. То есть нежное, красивое полотно из наших мотивов. Можно выполнить из остатков пряжи, можно в одном цвете выполнить. Буквально из любой пряжи можно сделать. Все зависит от вашего желания. Опять же, от той пряжи, которая у вас есть. И, как я уже ранее говорила, вы можете выполнить как полотно, так можно выполнить и отдельный мотив, используя 2 цвета. И у нас получается вот такой нежный красивый цветочек. Можно использовать для декора и в различных кружевах. Обязательно пишите в комментариях, где вы планируете использовать такую красоту, что у вас получилось. И отдельное спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч и творческих вам успехов!